Всем привет! Весна все ярче и ярче раскрывает себя, хотя сегодня у нас немножко так пасмурно. Ну и это значит, что пора рассказать о планах на этот сезон. Итак, разумеется, у меня главная моя задача на ближайшее время — это найти работу. Сейчас в моей сфере кризис, и сделать это нелегко, поэтому я настраиваюсь на долгий поиск и перехожу в режим тотальной экономии. Я смог снизить расходы на себя и на собак до 550 евро в месяц. И это, сейчас позволит мне продержаться, наверное, месяцев 5, за которые мне необходимо найти какой-то новый источник дохода. К сожалению, эта сумма не включает в себя, она включает в себя только базовые какие-то вещи, то есть еда и коммуналка. А на вакцинирование для собак, на антипаразитарную обработку нужны дополнительные деньги, пока не знаю, как с ним справиться. Ну и кроме того, жизнь решила, что я играю на совсем уж легком уровне сложности, и буквально пару-тройку дней назад у меня рассыпался зуб. То есть мне еще и к стоматологу надо идти. Но, к счастью, сегодня вроде как в этой тьме блеснул лучик света. Если все пойдет хорошо, у меня будет по несколько часов в неделю работы над поддержкой одного небольшого проекта. Ну, это, естественно, временный такой вариант, но всех он, всех потребностей он не закроет, но это все равно хорошая помощь, пока я не смогу найти нормальный проект на полную занятость. Также я решил вернуться к своему этому каналу на YouTube. Разговоры на камеру действительно помогают мне как-то структурировать собственные мысли, бороться с одиночеством. Ну, и, конечно, поддержка с вашей стороны очень сильно повышает настроение и придает силы двигаться дальше. Кстати, хочу сказать спасибо всем, кто комментировал мое прошлое видео про покупку земли. Я, честно, не ожидал такого количества добрых слов. Мне было очень приятно их читать. Особенно меня порадовал тот факт, который был для меня очень удивительный, что несмотря на то, что я забросил канал практически на 2 года, все равно нашлись люди, которые меня помнят и обрадовались моему возвращению. Очень большое вам спасибо еще раз. Еще у меня появились мысли о втором канале, не связанном с моей жизнью, но это пока такие смутные идеи, и пока не сложится какая-то цельная, единая концепция, сказать мне о нем еще нечего. Ну, а теперь вернемся к быту и планам по обустройству участка. Пока я не потерял работу, задумки по обустройству были на этот сезон очень грандиозными. Новые ворота в начале участка, дорога от ворот до дома сначала гравийная, но потом предполагалось сделать ее уже с бетонным покрытием. Замена окон и дверей в доме, что еще? Да, создание водяного резервуара и насосной станции, поскольку, как я уже когда-то говорил, у меня тут проблемы с водой. Создание вольера для моей альмухи, потому что она сейчас такая стала собака уличная, очень редко появляется дома, предпочитает быть на улице. Сейчас же все эти проекты пришлось заморозить, и сейчас в планах лишь перенос в начало участка моих старых ворот, окончить строительство такой микроподпорной стенки вокруг Чесмы из подручных средств, раз уж я ее начал в прошлом сезоне. Ну и облагородить пространство рядом с этой стенкой. Ну и на этом все. Кстати, поскольку, как я уже говорил, Альма большую часть времени своего проводит сейчас на улице, то я заботился установкой вот такой вот автопоилки для нее. Под крышкой скрыт поплавковый механизм, и поилка после подключения к водопроводу всегда будет наполнена водой. Пока я ее временно подключил к общему крану, а после того, как завершу все работы с Чесмой, у нее будет своя отдельная водорозетка. Правда, альмуха, несмотря на то, что с виду она большая и грозная, внутри у меня маленький пугливый котенок. Поэтому она до сих пор, когда подходит к поилке, пьет из нее и начинает шипеть вода, поилка начинает наполняться, она сразу отходит. До сих пор она пугается этого.
Ну, я думаю, привыкнет. В общем, все мои работы сейчас заключаются в том, чтобы поддерживать состояние участка имеющимися у меня силами и возможностями. Никаких пока реально больших проектов здесь нет. Что же касается садово-огородных работ, то я не собирался ими заниматься до того, как в моей голове окончательно не сложится план участка. Вот, тем не менее, в тех местах, где явно не планируется никаких работ, я в порядке эксперимента пока посадил кустик малины, кустик с черной смородины и кустик ежевики. Малина и черная смородина уже показывают явные признаки жизни, а вот ежевика пока спит, и я очень надеюсь, что не вечным сном. Если все пойдет нормально, в следующем году добавлю к этим кустикам еще несколько других кустов, а может и начну сажать потихонечку фруктовые деревья. Тут стоит отметить, что я никогда не занимался такими работами, никогда не занимался садом. Для меня все это терра инкогнито, поэтому я предпочитаю двигаться малыми шагами, набирая опыт постепенно. Сажать какие-то огородные растения я тоже не собирался, но жизнь внесла тут тоже коррективы, раз уж мне приходится сидеть на каком-то базовом наборе продуктов, и мне приходится отказывать себе, например, в дынях и арбузах, которые я очень люблю, то я купил семена этих вкусняшек и попытаюсь вырастить их у себя, раз уж такое дело. Ну и если уж сажать, то почему бы заодно не посадить перцы, огурцы и помидоры. Вот. Часть семян пока лежат в пакетах, ждут устоявшейся погоды, ждут, когда я их посажу в землю. Ну, а часть я отправил на рассаду, сделав вот такие конструкции для проращивания. Из-за все той же тотальной экономии конструкции создавались классическим дендрофикальным методом из того, что было в гараже. Так что выглядят они весьма непрезентабельно, но функцию свою вроде бы как выполняют. В общем, если окажется, что у меня не совсем уж кривые руки, то в этом году я впервые почувствую вкус самостоятельно с нуля выращенных овощей и фруктов, ну и приму почетный титул огородника. Еще один навык, который я собираюсь развивать, это навык сварщика. Это занятие мне интересно и само по себе, но также оно крайне полезно в условиях собственного дома. Зимой я купил простенький аппарат, да, у него минимальный набор настроек, он может варить только проволокой с флюсом, но считаю, что для первого шага это неплохой вариант. Так что будем учиться. Сейчас у меня уже есть первые две моих сварные работы. Без слез на них, конечно, не взглянешь, но это первая проба пера. Надеюсь, дальше будет лучше. Ну и, конечно, нельзя думать только о делах приземленных, поэтому я решил систематически заниматься на сикухате, японской флейте с прекрасным звучанием, которую я очень люблю. Я не брал ее в руки тоже очень давно, и сейчас снова нахожусь на самом таком низком уровне освоения. Но думаю, что за этот год я смогу значительно улучшить свои умения, тем более, что в этом мне помогает мой хороший друг, который находится на значительно более высоком уровне искусства владения этим инструментом. Спасибо вам за просмотр. И если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. И если вы не подписаны, подпишитесь на канал. Это очень поможет его развитию. Также по совету одного из зрителей я создал аккаунты на Boosty и Patreon. И если у вас есть желание, можете поддержать канал финансово, к разовым донатам или подпиской. Еще раз спасибо, что были со мной. И до скорых встреч.